Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим торт Пари-Брест. Необычайно вкусный торт с историей. В 1891 году во Франции кондитер Луи Дюрант придумал этот знаменитый десерт. В честь грандиозного мирового спортивного события велогонки Париж-Брест-Париж. Выпекается данное кондитерское изделие из заварного теста в форме кольца, напоминающего шину велосипедного колеса. В крем для этого десерта добавляется пралине, а изделия посыпаются миндальными лепестками. Это очень вкусно. Готовим заварное тесто. Я буду сегодня готовить на смеси молока и воды в пропорции 1 к 1. Сливочное масло лучше достать из холодильника заранее и порезать на небольшие кубики. Яйца должны быть комнатной температуры. Разбиваем их в высокий стакан и пробиваем погружным блендером до однородности. У меня яйца отборной категории. Чистый вес 3 яиц 170 граммов. Возможно, понадобится чуть больше или меньше, будем смотреть по консистенции теста. Выливаем в кастрюлю воду, молоко, добавляем сахар, соль и сливочное масло. Ставим кастрюлю на плиту на средний нагрев и периодически помешивая доводим смесь до активного кипения. К моменту закипания жидкости масло должно быть полностью растоплено. Когда смесь активно закипела в полную силу, снимаем кастрюлю с огня, быстро всыпаем сразу всю муку и интенсивно перемешиваем лопаткой до однородности. Должна получиться единая масса без комочков. Удобно работать жесткой силиконовой лопаткой или деревянной ложкой. Теперь возвращаем кастрюлю обратно на плиту на средний минимальный нагрев и непрерывно помешивая, подсушиваем нашу заварную часть теста. Когда на дне кастрюли корочкой остался слой заварной смеси, значит готово. Не нужно снимать эту корочку и добавлять обратно в тесто. Подсушенное тесто перекладываем в дежу миксера с насадкой лопатка и на медленной скорости перемешиваем примерно полминуты, чтобы оно немного остыло. Главное, чтобы перестал идти активный пар и тесто в момент добавления яиц не было слишком горячим. В этот момент моя духовка уже разогревается до 200 градусов. Тесто немного подостыло, начинаем в несколько приемов вводить яйца, продолжая перемешивать тесто на небольшой скорости. Я перемешиваю на второй скорости из 10. Вводим яйца небольшими порциями, перемешивая до полного объединения после каждого добавления. Периодически останавливаем миксер и обязательно собираем налипшее тесто с дна и стенок дежи, чтобы тесто промешивалось равномерно. После введения большей части яиц начинаем проверять консистенцию теста. Поднимаем лопатку над тестом и смотрим. Если яиц уже достаточно, то тесто будет медленно стекать с лопатки и рваться. В результате образуя треугольник без рваных краев. Правильная консистенция заварного теста – это залог успеха. У меня ушло ровно 170 граммов яйца, но вы смотрите по консистенции теста. Продолжаем перемешивать тесто на небольшой скорости миксера еще несколько минут. Во время перемешивания продолжает развиваться клейковина, которая дает необходимую эластичность заварному тесту. Для отсадки колец для тортов я использую вот такую большую насадку, открытую звезду, с диаметром выходного отверстия 18 мм. Я использую тесто сразу, но лучше убрать на некоторое время в холодильник. С охлажденным тестом будет удобнее работать, и оно будет меньше расплываться. Главное сразу убрать его в кондитерский мешок или накрыть пищевой пленкой в контакт, чтобы не образовывалась корочка. Противень застилаю силиконовым ковриком, устанавливаю 2 кольца диаметром 16 см и отсаживаю тесто внутри кольца. Можно выпекать и без колец, а просто нарисовать круги на бумаге для выпечки или сделать разметку мукой вот таким образом. Теперь можно кольца снять и выпекать без колец. Если выпекаете одно большое кольцо на противне, то можно кольцо снять и выпекать без кольца. Но так как у меня 2 кольца, и чтобы они между собой не слиплись при выпечке, я оставлю в кольцах, а потом их просто аккуратно вырежу. Сверху аккуратно смазываем яйцом при помощи мягкой силиконовой кисточки, посыпаем пищевым маком и миндальными лепестками и сразу же отправляем на выпечку. Они не должны стоять и ждать. Изделие из заварного теста выпекаем на режиме вверх-вниз без конвекции. Я выпекаю по такой схеме.
Разогреваю духовку до 200 градусов и ставлю противень с тестом на средний уровень. Сразу же снижаю температуру до 160 градусов и выпекаю 1 час до золотисто-коричневого цвета. Затем даю постоять в выключенной духовке еще примерно 20 минут. Но вы должны смотреть исключительно по своей духовке, время выпечки и температура могут отличаться. При выпечке заварного теста духовку открывать нельзя ни в коем случае, так как изделия опадут. Готовые кольца достаем из духовки и даем им полностью остыть. И только после полного остывания вырезаем из колец при помощи ножа. Лезвие ножа плотно прижимаем к внутренней части формы и проводим именно по форме, чтобы не повредить наши заготовки. И вот такие колеса из заварного теста у нас получились в результате. Если они опали после того, как вы их достали из духовки, значит вы их не допекли. Из остатков теста отсажу небольшие пирожные. Для пирожных использую вот такую открытую французскую звезду с выходным отверстием 14 мм. Я выпекаю на силиконовом коврике, и очень удобно, когда он уже с разметкой. У меня здесь кружочки по 6,5 см. Отсаживать лучше в шахматном порядке, чтобы пирожные не были слишком близко, так как при выпечке они немного увеличатся. Изделия из заварного теста заранее отсаживать нельзя, так как они покроются корочкой и не поднимутся при выпечке. Отсаживаем, смазываем яйцом, посыпаем маком и миндальными лепестками. Миндальные лепестки лучше немного раскрошить для таких маленьких пирожных. И сразу же отправляем на выпечку. Я выпекаю по той же схеме, отличается только время выпечки. Небольшие пирожные выпекаются ориентировочно 30 минут, но вы всегда смотрите по своей духовке. Приготовим ореховое пралине для крема. Можно купить и готовое, но в домашних условиях оно очень просто готовится. Подойдут любые орехи – миндаль, фундук, кешью, фисташка или вместе в любой пропорции. Можно использовать также грецкие орехи. У меня сегодня фундук. Первым делом просушиваем орехи в духовке при температуре 160 градусов. Около 15 минут до золотистого цвета и появления орехового запаха. Достаем орехи и при помощи полотенца перетираем их, чтобы шелуха отошла, насколько это возможно. Если шелуха плохо отходит, оставляем так. Убираем орехи пока в сторонку и готовим карамель. Я буду готовить карамель сухим способом. Посуду с толстым дном ставим на плиту. Нагрев включаем средний или средне-высокий. На дно насыпаем немного сахара, чтобы он покрыл дно тонким слоем. Ждем, пока эта порция сахара растопится. Когда видим, что сахар становится жидким, убавляем нагрев почти до минимума и начинаем перемешивать, постепенно подсыпая новые небольшие порции сахара. Не допускайте, чтобы сахар горел, иначе пралине получится невозможно горьким. Если сахар горит, уменьшаем нагрев. Перемешиваем и снова дожидаемся, пока этот сахар растает и станет янтарного цвета. Как только растаял, добавляем следующую небольшую порцию сахара. Добавляем последнюю порцию сахара и ждем, пока он весь станет жидким. Теперь в эту карамель высыпаем все подготовленные орехи и перемешиваем, пока карамель не покроет все орехи янтарным блеском. Чтобы вам было легче перемешивать орехи с карамелью, лучше использовать емкость с большим диаметром. Теперь аккуратно перекладываем карамелизированные орехи из ковшика на тефлоновый или силиконовый коврик или на силиконизированную бумагу для выпечки. Насколько это возможно, распределяем тонким слоем и даем остыть. Обычно это занимает минут 10. Остывшие и затвердевшие орехи в карамели ломаем руками на мелкие кусочки, чтобы они поместились в измельчитель. Загружаем их в измельчитель. Он должен быть достаточно мощным, с хорошими ножами. Кофемолка или погружной блендер не подойдет. Перемалывать нужно аккуратно в импульсном режиме, чтобы наша техника не сломалась. Сначала смесь превращается в сухую крупку, которая в процессе дальнейшего перемалывания начнет объединяться и комковаться за счет выделения масла из орехов. Можно оставить пралине в виде крошки.
Пралине крошкой обычно используется для хрустящего слоя. Но у нас задача получить именно пасту пралине. Если тяжело идет, можно добавить немного растительного масла без вкуса и запаха, 1-2 чайных ложки. Периодически выключаем блендер, снимаем массу со стенок и продолжаем перемалывать. Пробиваем до тех пор, пока не получим почти жидкую консистенцию. В процессе обязательно добавьте соль для баланса вкуса. И в результате через некоторое время получаем вот такое фундучное пралине с потрясающим богатым вкусом и ароматом. Перекладываем пралине в удобную емкость с плотно закрывающейся крышкой и храним в холодильнике. Будем использовать его в десертах по необходимости. В холодильнике пралине хранится в герметичном контейнере до 6 месяцев, а в морозильной камере до года. Такая паста пралине используется для приготовления бисквитов, кремов, муссов и разнообразных начинок. Приготовим вкуснейший шоколадно-ореховый крем для торта и подготовим для него все необходимые ингредиенты. Первым делом замачиваем водой желатин в пропорции 1:6. У меня быстрорастворимый порошковый желатин с силой 220 блюм. Он набухает очень быстро, буквально за 2 минуты. Если у вас листовой желатин, то замачивайте его в произвольном количестве воды. Отмеряем в ковшик 100 граммов сливок 33% жирности, которые будем нагревать. Добавляем к ним глюкозный сироп, а чтобы с ним было удобнее работать, нужно слегка прогреть в микроволновке. Нагреваем сливки почти до кипения и появления активного пара. Глюкозный сироп должен полностью растаять в сливках. В удобную емкость перекладываем молочный шоколад и заливаем горячими сливками. Оставляем на 1 минуту, чтобы шоколад подтаял. Добавляем сюда ореховое пралине и распущенный в микроволновке желатин. Желатиновую массу можно просто добавить в горячие сливки, а потом вылить на шоколад. Слегка все перемешиваем и выливаем оставшиеся 300 граммов сливок жирностью 33%. У меня сливки комнатной температуры. И все тщательно пробиваем блендером до состояния эмульсии. Накрываем пищевой пленкой в контакт и убираем ганаш в холодильник на 6-8 часов. По прошествии времени, когда ганаш стабилизировался в холодильнике, достаем его и взбиваем при помощи миксера на средне-высокой скорости до получения плотного и стабильного крема. Главное не перебить, иначе крем может просто отсечься. Чтобы избежать расслоения, как только масса станет матовой, пышной и однородной, прекращаем взбивание. Такой воздушный и насыщенный вкусом этот ганаш станет вашим новым фаворитом. И теперь у нас все готово для сборки тортов и пирожных Пари-Брест. Используя нож-пилку, разрезаем каждое колесо вдоль пополам. И вот что получается в результате. Перекладываем взбитый ореховый ганаш в кондитерский мешок с насадкой звездочка. У меня насадка 1М. На нижнюю часть колеса красиво отсаживаем крем и аккуратно накрываем верхней частью, той, которая с миндальными лепестками. Все то же самое проделываем и со вторым кольцом, и с маленькими пирожными. Теперь убираем их в холодильник, чтобы они стабилизировались и пропитались, и можно сервировать на стол. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой. Получается необыкновенно вкусно, это обязательно стоит попробовать. Порадуйте себя и своих близких. На самом деле все очень просто. В результате у нас получилось 5 пирожных и 2 торта Пари-Брест. Готовьте с удовольствием и делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте. А на этом сегодня все. До встречи в новом видео.